Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжем новогоднее настроение. У меня корзинка мандарин. Очень уютная, красивая и вместительная. Вяжется от круглого донышка. В этом видео подробно рассказываю и показываю, как связать круглое дно узором галочка в раскол. Как перейти на стенки, вывязываю глубину корзины и крышку. Делюсь лайфхаком, в какой последовательности что вязать, для того, чтобы потратить весь моток пряжи до последней ниточки. Далее вяжем листики и крепим их на крышку. Такая корзинка украсит любой праздничный стол, добавит новогоднего антуража любой композиции. Хранить можно мелочи, сладости и мандарины, как у меня. Приготовила трикотажную пряжу. У меня бренда «Вяжи еще». Характеристики нити: в 160 метрах 280 грамм. Листик можно будет связать из остатков любой пряжи зеленого цвета. Вязать буду крючком 5,5 миллиметров. Приготовила ножницы, сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядов и размеры моих заготовок и деталей в сантиметрах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, перекрещиваю нить на тыльной стороне ладони. Ввожу крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Фиксирую с помощью рабочей нити, это первый столбик круга. Теперь в это кольцо мне нужно провязать еще 5 столбиков, всего 6 столбиков в кольцо. 3, 4, 5, 6. Теперь затягиваю кольцо. Достаточно туго, чтобы первый столбик встретился с последним. Вынимаю крючок. Нахожу первую кромочную петлю, вставляю крючок с изнанки на лицо, подхватываю рабочую петлю, увожу на изнанку. Вынимаю крючок. Теперь хорошенько расправляю круг. Мне нужно вставлять крючок в центр галочек. Вот первая галочка, она немного смята. Нахожу ее, вставляю крючок в эту галочку. Так, чтобы с изнанки крючок вышел в центре этого же столбика. Подхватываю уведенную петлю. С помощью рабочей нити формирую первый столбик второго ряда. В эту же точку мне нужно провязать второй столбик. Во втором ряду из 6 будет провязано 12 столбиков. В каждую точку по 2. Попутно ввязываю край начала. Нахожу следующую галочку, она здесь, вставляю сюда крючок, контролирую, чтобы крючок вышел с центра столбика и по изнанке тоже. Подхватываю рабочую нить, провязываю столбик. Сюда же второй столбик, это добавление. Так продолжаю до конца ряда. В каждую точку провязываю по 2 столбика в раскол. Соединять из ряда в ряд буду по аналогии. Вытягиваю петлю, вставляю крючок в первую кромочную с изнанки на лицо, увожу туда петлю, фиксирую ее. Теперь нахожу первый столбик ряда в предыдущем ряду. Прокалываю его в раскол, подхватываю уведенную петлю и с помощью рабочей нити формирую первый столбик уже третьего ряда. Готово. В третьем ряду добавления будут через одну точку. В каждом ряду должно быть 6 добавлений. Так как количество петель увеличивается расстояние между добавками. Вот следующий столбик в раскол провязываю первый и сюда же второй. Это добавка. Теперь одна петля без добавки.
И следующее снова с добавлением, то есть в одну точку провязываю сразу 2 столбика. Добавления нет, добавления нет и так далее, чередуясь. Ряд начался без добавки, значит последняя точка будет провязываться 2 столбика в одну точку. 6 добавлений и вместо 12 уже 18 столбиков в конце третьего ряда. Каждый следующий ряд вяжется по аналогии. Единственным правилом является то, что добавление в текущем ряду не должно попасть на добавление предыдущего ряда. Вот добавка в прошлом ряду. Мне нужно провязать добавление в точку, следующую за добавлением предыдущего ряда, для того, чтобы у круга не появилось углов. Контролирую, чтобы в каждом ряду было 6 добавлений, и оно было провязано в точку, следующую за добавкой прошлого ряда. Это значит, что в эту точку, с которой начинается ряд, провязывается добавление в начале ряда. Теперь 2 точки без добавки. И следующая точка снова 2 петли в одну точку. Готово. Более того, каждый следующий ряд расстояние между добавками увеличивается на 1 петлю. Если здесь сейчас 2 петли между добавлениями, в следующем ряду 3, потом 4 и так далее. И добавка будет двигаться по спирали от центра круга. Снова провязываю 2 столбика в раскол без добавления, и следующий провязывается с добавлением 2 столбика в одну точку. Так заканчиваю ряд и навязываю необходимое количество рядов. Провязано 8 рядов. Размер заготовки 15 сантиметров в диаметре. Расстояние между добавлениями 6 петель. Добавка, добавка, 6 петель между ними. Теперь я перестаю делать добавления. Вот сейчас уже на этом этапе количество петель в круг меняться не будет. Я провязываю 1 столбик в раскол в одну точку. Вот добавление прошлого ряда. Теперь я вяжу по 1 столбику в каждую галочку. Продолжаю навязывать, получится уже глубина изделия. На этом этапе у меня провязано 7 рядов. Глубина корзинки 7 сантиметров. Я хочу потратить весь моток пряжи, поэтому, не прерывая нити, откладываю в сторону свою корзину и обращаюсь к центру клубка. Вытягиваю нить, и сейчас я буду вязать крышку параллельно. Мне нужно провязать точно такой же круг, только на 1 ряд больше. Напоминаю, у меня было 8 рядов в донышке. Для того, чтобы крышка идеально подошла для моей корзинки, я провязываю 9 рядов с добавлениями. Возвращайтесь по ролику и вяжите круг заново вместе со мной. Связана заготовка под крышку. Ее размер 16,5 сантиметров. Сюда впишется идеально. Теперь нужно связать бортик крышки. Это пара рядов без добавок. И далее я перейду в довязывание глубины на оставшуюся длину пряжи. По крышке у меня завершился 2-й ряд без добавлений. И немножко хочется стянуть этот край, чтобы по размеру она была идеально к моей корзинке. Я вывожу петлю обратным ходом, с лица на изнанку вставляю крючок, вытягиваю петлю и прохожу рядом соединительных. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы, соединительная. Достаточно туго,
чтобы изделие откорректировалось по размеру. Готово. Теперь форма идеальная. Укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью и соединяю с первым стежком этой обвязки. Увожу нить под обе дужки и возвращаю в исходную точку. Закрепляюсь и прячу. Возвращаюсь к своей основной корзинке. Теперь крышка идеально подходит и довязываю глубину с остатка пряжи. По стенкам корзинки у меня провязано ровно 10 рядов. Запаса нити уже не хватит на еще один ряд, поэтому я буду вязать сейчас обвязку. Обвязка мне нужна не такая, как по крышке, она тут достаточно плотная. Я хочу в полупетлю соединительными пройтись обвязкой. Тогда она немножко утончит верх моих стенок. Полупетля, задняя перемычка, соединительная, полупетля, задняя перемычка, соединительная. Немножко корзинка соберется и станет более ровной. Продолжаю до конца ряда. Точно так же укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью и делаю соединение в первый стежок обвязки. Далее прячу нить на изнанке. Моя крышка идеально подходит к моей корзинке. Перехожу к вывязыванию листика. Для листа набираю 10 воздушных петель. Пропускаю первую точку, во вторую точку в заднюю перемычку провязываю соединительную. Далее следующая точка — столбик без накида. Полустолбик с одним накидом, столбик с одним накидом. Дальше столбик с двумя накидами. Это вершина моего листка. Еще один столбик с двумя накидами. Теперь ряд идет на уменьшение. Следующую точку провязываю столбик с одним накидом. Далее полустолбик. И следующая точка — столбик без накида. Это последняя точка. Здесь мне нужно повернуть, поэтому в эту точку провязываю 3 столбика без накида, для того, чтобы повернуть на противоположную сторону. Готово. Теперь здесь зеркально мне нужно провязать все то же самое. Напротив полустолбика с одним накидом, полустолбик с одним накидом. Напротив столбика с одним накидом, соответственно, столбик с одним накидом. Далее у меня идут 2 столбика с двумя накидами. Первый и второй. И теперь на уменьшение. Столбик с одним накидом, полустолбик с одним накидом, столбик без накида и последняя точка соединительная. Вот такой маленький аккуратный листок у меня получился. По размеру идеально подходит к моему изделию. Здесь нить, которую я ввязывала, можно укоротить. Соединительную вершину. Укорачиваю нить с небольшим запасом для того, чтобы закрепиться к изделию, и вытягиваю ее полностью.
Откладываю листок в сторону и вяжу еще один точно такой же. Мне очень нравится, что они такие не одинаковые по форме и немножко даже по размеру. Второй я чуть-чуть затянула. Теперь накрепляю их на крышку. Один ввожу по центральной точке, а другой немножко рядом. Здесь плотненько притягиваю, очень плотно затягиваю и завяжу бантик. Готово. Вот так вот здорово смотрится. Возвращаю свою крышку на корзину. Вот такой веселый мандаринчик у меня получился. Напоминаю, все необходимые ссылки и полезную информацию оставляю для вас под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.